Пройдемся, друзья, по новостям. Это новости вчерашнего вечера, сегодняшнего утра, что из последнего происходило яркого, заметного. Это явление Кашпировского, довольно странное, с странными, грязными высказываниями, поведением агрессивным его поклонниц, почитательниц. Это и Валберес, результаты стрельбы, которая произошла в офисе. Это Следственный комитет, который уделяет внимание людям, их обращениям, их нуждам и необходимости защиты. Это и выступление Трампа, с которого я предлагаю, собственно говоря, и начать, прежде чем перейдем ко всему остальному, более подробно. Опять же, такая рекомендация, если хотели да забыли, то не забывайте, подпишитесь, пишите, что думаете, а я перехожу к самим уже новостям. «Известия» публикует информацию «Он куда отважнее меня». В этот вечер к нам присоединились несколько жертв теракта 7 октября, того ужасного страшного дня. Например, бывший заложник Хамас Андрей Козлов. Андрей был спасен израильскими военными после 8 месяцев плена. Где Андрей? У него больше мужества, чем у меня. Поднимайся. Он симпатичный парень. Я просто спросил, не хочешь ли ты что-нибудь сказать? И он не был уверен, что скажет что-то. Я так близко к Трампу. Я стесняюсь. Что я могу сказать? Спасибо вам большое за эту справедливость. Я действительно ценю вас бесконечно. Правда, спасибо. Таким образом, начинается с цитаты Трампа, который поприветствовал на сцене бывшего заложника Хамас с гражданством Российской Федерации и Израиля Андрея Козлова. Во время выступления в Вашингтоне Трамп заявил, что для него является честью приветствовать Козлова. Телеграм-канал «База» уделяет внимание даже не событию, а просто кошмару какому-то. Давайте с этим и знакомиться. «Я тебе язык лично отрежу». Идет цитата. «У тебя что, своих детей нету? Воспитательница, а дальше мат-перемат». И это все в практически детском учреждении, в школе. Крики и вопли подобного содержания. Я тебе язык лично отрежу. Я что, своих детей нет? Воспитательница, блядь. Мразь конченая, блядь. Я до тебя, сука, тут доберусь, блядь. Еще раз я тебе говорю, блядь. Не дай Бог, ты будешь бандитам запрещать общаться на своем языке. Или кого-то тут контролировать, блядь. Смотри, я тебя предупредил. Ты здесь в школе больше не останешься, мразь. Пойдешь пинком на улице отсюда. Мразёка конченая, блядь. Шалава, блядь. Но тебе приятно? Тебе приятно, нет? А ты подходишь к детям, блядь. Ты взрослый человек, от взрослого выслушиваешь такие вещи, блядь. А вот к детям, чтобы подходить, и тыкать, и запрещать, и телефончики на перемены запрещать, блядь. Мразь конченая, блядь. Расистка, блядь, конченая, мразь. В Челябинске родитель одного из учеников ворвался на урок и угрожал учительнице отрезать ей язык. Все из-за жалобы сына, которому учитель ранее якобы запретил играть в телефон и разговаривать на родном языке. Инцидент произошел в 71-й школе в Металлургическом районе. По словам очевидцев, ранее у одного из учеников возник конфликт с преподавателем математики. По словам ребенка, учительница запретила детям говорить на своем родном языке.
а также ругала за использование телефонов на перемене. Ребенок пожаловался отцу, а тот решил выяснить отношения с преподавателем в соответствующей данной грубой форме. Во время разбирательства на шум пришел охранник школы, позже вызвали Росгвардию. Сейчас в школе работает полиция, полицейские опрашивают свидетелей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Забегая немножко вперед, дело, конечно же, резонансное, и, конечно же, оно дошло, что называется, образно выражаясь, до ушей Александра Бастрыкина. Прежде чем дошло оно туда или как это происходило, но данный родитель, он поторопился стандартно, это уже не первый раз, я даже не знаю, как на это реагировать, делать некое обращение, извинение, извините, простите, войдите в положение, короче говоря, прошу понять, простить. Приношу свои извинения учителю урока математики, директору и всем, кто там присутствовал. Больше такое не произойдет. Глубоко сожалею о своих содействиях. Прошу простить, понять, помиловать. Приношу даже цитата, и, собственно, есть само обращение. Приношу свои извинения учителю математики, директору и всем, кто там присутствовал. Не знаю, услышали ли его директор, учителя. Как по мне, так надо было обратиться еще и к самим детям всей этой школы, которые могли это услышать, и к родителям их. Но услышал его следком. Вот что, наверное, будет значительно важнее для его судьбы. Мужчина со своей стороны, для начала это упомянули База на своем телеграм-канале, мужчина, угрожавший вырвать язык учительницы в Челябинской школе, задержан. Он же уже, конечно же, извинился, естественно. На задержанного составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит до 15 суток ареста, сообщила База. Что же сообщил Следком на своем телеграм-канале? Спасибо им за прозрачность, открытость и вообще существование такого канала, чтобы иметь информацию из первоисточника. Ну вот, давайте с этой информацией ознакомимся по данному конкретному событию. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в одном из образовательных учреждений города Челябинска. В средствах массовой информации сообщалось, что мужчина, находясь в одной из школ Металлургического района города Челябинска, высказал угрозы и оскорбления в адрес учительницы. После случившегося из-за ухудшения состояния здоровья педагог была госпитализирована в медицинское учреждение. Довел человек, что у нее чуть сердце там, понимаете, не остановилось. Она вообще не знала, что такое. Она же не на сафари приехала, она с детьми работает. Это человек достаточно нежной духовной конструкции. Ну вот, поехала в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, 119 статья. Так что тут не про хулиганство речь идет, но про хулиганство, собственно говоря, идет тоже. 213 хулиганство также имеет место быть. Человека в больницу увезли, так что вот... Следственный комитет это все отметил своим вниманием. Глава ведомства дал поручение руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Колбасину возбудить уголовное дело, установить все обстоятельства и представить доклад. Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело, соответственно, по факту нападения на мужчину в Калининградской области. Извините, это уже идет, я так понимаю, немножко я не разбил. Следующая новость. Ну, давайте пройдемся по всем обращениям, такую сводочку от Следственного комитета, на что обратили внимание, к чему было привлечено внимание. Они привлекли внимание, их внимание было привлечено теми или иными социальными площадками. Я напомню, что Бастрыкин делал обращение к своим сотрудникам, чтобы они не проходили мимо, когда людей что-то тревожит, чтобы это не разрасталось в народное негодование. Так называемая профилактика, и она довольно успешна, на мой взгляд. Ну и поехали. В эфире федерального телевидения сообщалось, что в городе Калининграде водитель автомобиля, являющийся уроженцем Азербайджана, накинулся с ножом на другого участника дорожного движения, который ему посигналил. И странная реакция. Ну, то есть тот, кто сигналил, видимо, не этого хотел. То есть не танцы с саблями, да, вот просто нестандартная реакция.
Главой ведомства дано поручение, значит, руководителю Следственного управления СК России по Калининградской области Козырецкому возбудить уголовное дело и представить доклад, что совершенно естественно. В Центральный аппарат Следственного комитета также России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мигрантам неправомерных действий в отношении несовершеннолетних в Московской области. В социальных медиа сообщается, что в аэропорту Домодедово, мигрант оказывал навязчивые знаки внимания девочкам, оскорблял их, вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам, за что получил отпор от одного из работников охраны. Следственными органами регионального подразделения Следственного комитета России по данному факту возбуждено уголовное дело, соответственно. Также есть новость, также с официального канала Следкома. Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием мигрантов в Московской области. В социальных медиа сообщается, что в Московской области мигрант на такси наехал на девушку с ребенком на пешеходном переходе. Вместо того, чтобы... я бы сказал хотя бы, здесь сухой текст Следкома, вместо того, чтобы извиниться и узнать, не требуется ли пострадавшей помощь, это, кстати говоря, буква закона, это не просто там по-человечески так надо, ты не имеешь права оказывать, оставлять человека в беспомощном состоянии, особенно если он может быть поврежден, особенно твоей машиной. Он проявил агрессию по отношению к женщине, после чего скрылся с места происшествия. И все точки. Следственными органами регионального подразделения, соответственно, СК России по данному факту возбуждено, соответственно, уголовное дело. Далее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела в отношении мигранта, избившего многодетную мать в Красноярском крае. В социальных медиа сообщается, что уроженец Республики Таджикистан в ходе конфликта в поселке Емельяново битый нанес травму головы многодетной матери. Следственными органами Главного следственного управления СК России, соответственно, по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам происшествия, предусмотрено 111 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. То есть тяжкие телесные. И это совершенно верно, на мой, по крайней мере, взгляд. Друзья, пишите как на ваш взгляд. А мы продолжаем много вот таких... сообщений. Я еще не все сообщения, конечно же, беру. Там целая лента, внимание, Следственного комитета, там доследственная проверка, там дело завести и так далее. Выбирай такие, наиболее, которые, что называется, за душу, за сердце хватают. Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовных дел по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области. Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних и совершения в разные годы ряда других преступлений в отношении воспитанников одного из социальных учреждений региона. В настоящее время в социальных медиа распространяется обращение жительницы Тюмени, являющейся свидетелем по уголовному делу об имеющем место замалчивании в ходе расследования уголовного дела фактов противоправных действий в отношении детей. Также женщина сообщила, что по причине разглашения сотрудниками регионального управления ее персональных данных 1,5 года назад ей стали поступать угрозы расправы в связи с дачей ею свидетельских показаний. То есть человек уже взывает к Следственному комитету, спасибо, что обращают на это внимание, но остается еще попросить Следственный комитет, наверное, не знаю, от своего имени, или я просто напомню, что Тюмень как-то очень сильно прозвучала массовыми пропажами детей. Даже дело Насти Муравьевой как-то пытались к этому привязать, потом не привязалось. И как-то резко, МВД, по крайней мере, такое ощущение, что забыли про это дело. То есть, может напомнить как-то. Я так и не понял, чем закончился, потому что это был резонанс, это очень многие на это обратили внимание. Это началось с блогера, который на это обратил внимание, собрал факты. Им люди начали писать. Фауст 21 века, блогер, по-моему, если ничего не путаю. Так уже какое-то время прошло, если что-то, может, у меня наложилось. И как-то все затихло. То есть оказалось, что событие с Настей Муравьевой не связано с тем делом массовых исчезновений. Там была тоже девушка, которая, я так вспоминаю, тоже Анастасия, журналистка некая, Миронова, по-моему. Боюсь соврать, друзья, по памяти. Она вообще там годами била тревогу, куда только не обращалась, что там есть какая-то команда, которая пристают к детям. И как-то очень схожая ситуация. Я вообще даже в первый момент, когда читал эту новость, подумал, что это о ней идет речь. Не знаю, здесь не уточняется, а я, по крайней мере, хочется поблагодарить то, что обратили внимание на таких людей. И, обратите внимание, что как-то из Тюмени идут такие звоночки. Со своей стороны не мог не дополнить. И едем дальше.
Что еще публиковал Следком на своем телеграм-канале. Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования покушения на, извините, насилие, то, которое слово я время от времени обхожу, его и YouTube не любит, его и я не люблю, его вообще никто не любит, ну кроме вот тех, кто это совершает, видимо. О ходе расследования покушения на, в общем, неприкосновенность девочки в Ростовской области в социальных медиа, это уже звучало, это я сам озвучивал вчера еще новость, и отдаю должность, скорее всего, и фиксирую то, что Следственный комитет реагирует. Это не первый случай, таких уже достаточно много случаев, но напомню, наверное, один из, таких, для примера все-таки приведу факт, когда люди жаловались на то, что такие жрачные, там, вот они так это называли, образовались там мигрантам, строят какие-то хлобуды, антисанитария, и вот они так люди начали называть жрачными, потому что рядом с этим находиться жить невозможно. Все уберут вроде как, когда резонанса, то только резонанс пройдет, снова все отстраивают. И я это озвучивал и так еще говорил. Вот, скорее всего, Бастрыкин, Следственный комитет, центральный аппарат отреагирует. И прям чуть ли не на следующий день я читаю, что там взято на контроль, проверить, там, завести и расследовать. И было. Просто такое напоминание, что вот эти факты связи прозвучало где-то в соцмедиа, в социальных сетях, да, а потом есть реакция Следственного комитета, не первый раз это наблюдаю и не первый раз говорю, что ругать правоохранительные органы, конечно, можно и нужно, если вы чем-то возмущены, но когда они на это реагируют, то не надо закрывать глаза, есть смысл отметить и то, что не надо быть в стороне. То, что от нас тоже что-то зависит, то, что мы тоже можем донести какую-то информацию, и когда она срабатывает, то неплохо бы сказать спасибо за то, что она услышана, и со своей стороны, какая-то работа проводится. Также напомню, что именно благодаря Бастрыкину вообще была обозначена серьезнейшая проблема в качестве хотя бы даже темы профилактики, завоз миллиона мигрантов в месяц. А это автоматически дает определенный процент, безумный взлет криминогенный. Да, также эти факты, все это благодаря Александру Ивановичу Бастрыкину, собственно говоря, прозвучало, и не отметить этого невозможно. Едем дальше. В социальных медиа сообщается, то есть уже сообщалось, я сам это озвучил, о том, что в городе Аксае мигрант пытался совершить противоправное действие в отношении 14-летней девочки. По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам его преступлению предусмотрено, соответственно, 30-е, недоведение по независимым от него причинам, и совершенно очевидная, конкретная статья 131, покушение на, опять пишут, покушение, на самом деле, то есть 131 не звучит как покушение, вместе с 30-й звучит, а так 131 это оно и есть само насилие, того самого характера. Подозреваемый задержан. Короче говоря, давайте переходим к следующим новостям, что нам сообщает телеграм-канал ТАСС по поводу событий с Валберес. Очень везде усилена охрана, там, где появляются какое-то рассмотрение дел, к ним относятся прям как к какой-то, я не знаю, какой-то структуре, которая несет вокруг себя опасность. Что совершенно естественно, и что совершенно неестественно для мирного города, мирных людей, как вот на это смотреть, этому все равно должно быть какое-то объяснение. Тем не менее, почему опасность они представляют, объяснять, наверное, не надо, потому что там стреляют, там трупы выносят, там, где они. Там мигрантов собирают десятками, там, где они. После чего, конечно, неудивительно читать новости, что все усиливается охрана и безопасность там, где они. Валберес объявил день траура. Начинается с этой новости, да. Давайте так, с самой новости сначала. Телеграм-канал ТАСС сообщает, что Валберес объявил день траура после конфликта со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщила Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. С одной стороны, как человек, могу сказать, что прям на меня что-то повоздействовало, я в трауре, то есть чисто по-человечески. Любой из вас, наверное, такой тоже может сказать. Меня немножко коробит, когда такие вещи происходят со стороны тех людей, которые являются, ответственными за то или иное событие. Не в трауре, давай объясняй, если обращаться к этому человеку, ты давай объясняй, что у тебя там происходит, что у тебя то мигрантов толпа, ты говоришь, у меня нет мигрантов. Это что, игра в слова, что ли, такой был факт. У нее выводят кадры, если мигрантов ведут, она потом мне подалась новость, она говорит, у меня нет мигрантов.
Я просто, что это, что, и, может быть, я какие-то слова неправильно понял. Все хорошо, замечательно, потом контрафакты у них скрываются, порошки там где-то на одном из складов. А потом теперь стрельба, уже два, извините, покойника, Царство Небесное, и соболезнования родным и близким. Ну, я сейчас не о качествах человека при жизни, а о том, что, как всегда, соболезнования, это понятно. Надо высказать это полное обязательство, это духовная сторона любого вопроса. Но, то есть, она, вот это Бакальчук, там, ее муж, это два создателя вот этого всего. И она говорит, мы объявляем траур. А я объявляю, что да, давайте пусть суд объявит, что мы от вас изолированы. Вот у меня такое желание. И причем, еще раз, да, я акцент со своей стороны в этой новости бы поставил на то, что я уже такое слышал. Это не первый раз. В деле с Юрием Штуновым, например, там один главный, кому вообще самый большой вопрос, странности смерти человека, которого вывезли куда-то за город, и он после этого мертв. Там есть такой Кудряшов, там, не суть сейчас, не об этом подробно. И когда ему было очень много вопросов, он заявил через журналистов, что у меня траур год. Все, отстаньте, никакие вопросы не отвечают. То есть они очень любят это слово траур, чтобы, вот у меня уже сложилось такое впечатление, чтобы, ну как бы не лезьте ко мне. Ребят мои дорогие, это, если приводить такой вольный пример, это все равно как поймают бандита, не знаю, с пулеметом, понимаете? Приведут его на допрос, а он следователю скажет, вы знаете, у меня траур. Так что давайте я поеду домой, я к вам приеду там, через годик-два, когда у меня траур закончится, там, пообщаемся. Звучит очень странно, я вот о чем. То есть траур, само собой, ужас, безусловно. Я не понимаю, зачем вообще в принципе кто-то на своем телеграм-канале публикует информацию, у меня траур, там, или вот у нас у Валберес траур. У вас у Валберес, вы объясните, что у вас там происходит. А потом про траур поговорим. Траур сейчас у всех вокруг, потому что мы уже страшновато ходить там, где вы. Да, вот так я бы со своей стороны добавил, друзья. Ну, еще раз, может быть, это моя эмоция где-то, может быть, и опыт из других каких-то дел рассматривал. Но вот эта привычка... Они кем себя возомнили? Богами, что ли? Я там, вот, когда по Шатунову, я высказывался, он что себя президентом возомнил. Ну, когда публичный человек, вот Юрий Шатунов, он крайне узнаваемый, и траур, да. Ну, я бы даже не удивился, если бы какие-то официальные лица, там, так сказать, объявили. Бакальчук нам трауры объявляет, что нам еще? Она нам боевые действия пока что объявляет, а потом еще сама же объявляет траур. Кем она себя возомнила? Вот у меня такая реакция. Может быть, не прав, но и она искренняя. То есть она мне уже то стрельбу объявляет, то трауры она мне объявляет. Ну, очень мило, я не знаю, что к этому добавить. Я понимаю, что там пришел вроде муж, я не знаю, мне показали, там бойцы одни сплошные какие-то, и огнестрельное оружие. Короче говоря, еще раз, я как обыватель, я не хочу погружаться в их объяснения, они стороны заинтересованы, что одна сторона, что другая. У меня вообще призыв только к Следственному комитету всю это к чертовой матери снести куда-то. Свет мест пусть не бывает. Даже тот, кто пользуется этими услугами, рынок такая штука, сразу это место будет занято. Ну, раз они делают все, что они делают, как-то вот связано, звучит какой-то криминал параллельно, ну, вот есть такое понятие имиджевые потери. Для меня они уже все потеряли имиджево. Так что едем к следующим новостям. Ну, добавил то, что я в этом видел, по крайней мере. Ну и, само собой, следующая новость, ну как дополняющая предыдущую, меры безопасности усилили у суда в Москве, куда могут привести фигурантов дела Валберес. Сообщает об этом корреспондент ТАСС. Ну, то есть одно из другого все следует, само собой. Ну и как опять же дополнение уже к этой новости, суды общей юрисдикции на своем официальном телеграм-канале сообщают, суд столицы избрал меру пресечения фигурантам по делу о нападении на офис Валберес в центре Москвы. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих фигурантов: Сайфулаева, Коноплева, Нурматова, Канаева, Ефремова, Мажиева. Ну, само собой, то есть такой итоговый, скажем так, заключительный аккорд. Телеграм-канал РИО Новости сообщает, что на барбершопе в Тейково, в Ивановской области, где клиентов стриг обвиняемый в нападении на Крокус, если кто-то помнит, один из обвиняемых был такой совершенно рядовой, обычный, они это банда такая, ну я предпочитаю называть этнобанда, когда они все по одному национальному признаку, что привело к попыткам спекулировать на этой теме, ну и так я очень кратко напомню, сейчас не буду погружаться. Один из них совершенно спокойно там где-то работал парикмахером.
И вот журналисты не прошли мимо, они решили поинтересоваться, как там дела обстоят, как там эта парикмахерская. И вот Файзов там работал. Снова появилась вывеска: парикмахерская данная начинает возвращаться к жизни, снятая хозяевами сразу после трагедии. То есть они как бы так затихли. Ну, что естественно, это, кстати, я бы не сказал, что там они из-за этого плохие, не знаю, делайте свои выводы. Но они начинают так немножко возвращаться к жизни. Максим, у барбершопа снова появилась вывеска. Расскажите, они открыты или что с ними сейчас происходит? Нет, они закрыты. Вывеска появилась. Предположение, что они откроются, понятно, появились, но здесь никого нет. То есть пару раз приходили сами хозяева, так мы с ними здоровались, но общения у нас никакого нет. Информации нет, откроется, не откроется и когда. А когда появилась вывеска? Где-то в конце июля, может быть, или летом еще, в конце лета. Скажите, многие ли люди ходят, спрашивают, поскольку у вас соседний магазин, вы, наверное, видите, работает или не работает, у них почему-то висит открыто, хотя закрыто на самом деле. Видно, иногда люди дергаются, думают, что открыто, пару раз спрашивали, когда откроется. Я говорю, мы такой информацией не обладаем. А вы сами бы пошли туда стричься? Если будут так же хорошо стричь, как стригли, конечно, пошел. Вы имеете в виду так же хорошо, как вот Файзов стриг? Не только он, там еще барбер потом был. Стрижки, да, были хорошие, и популярный был салон, люди ходили. Но говорят, что Файзов прям молодец был, хорошо знал свое дело в стрижке. Да, стриг хорошо. По поводу стрижа, конечно, в принципе, так скажем, не то, что ни одна, не каждая парикмахерская в городе так хорошо стригла, как у них в салоне. Публика любила, в принципе, этот салон, ходила туда, произошел такой случай. Есть надежда на возрождение бизнеса, да? Мы, конечно, надеемся, и в принципе, что я лично, мое мнение, что откроются и будут делать хорошие стрижки. В принципе, такой салон городу нужен, и всегда приятно ходить, когда тебя хорошо обслуживают. Продавец соседнего магазина Максим рассказал РИА Новости, что барбершоп пока не работает, но он и его коллеги надеются, что он скоро откроется. Салон был очень популярен у местных жителей. Люди часто интересуются, когда туда снова можно будет попасть. Не знаю, даже воздержусь здесь со своей стороны от комментариев. Салон не виноват, они взяли его. Причем, человек высказывается, что он был хорошим парикмахером, он даже помнит, на нем не написано, что он помимо того, что парикмахер, он еще и изувер, чудовище. Так что, не знаю, честно, воздержусь от комментариев, не знаю, со своей стороны пишите. Есть понятие имиджевой потери, есть понятие мы ни при чем, но осадочек, ничего себе. Этот деятель, этот парикмахер, этими руками, которыми он вас стриг, он пошел и стрелял в людей, в семьи, в детей, в женщин. Я просто... No comment, не судите строго, не знаю, у меня это где-то, я бы не хотел вообще знать, что там, я бы на этом месте просто снес этот барбершоп, чтобы вообще вопрос не поднимался. Наверное, так. Не потому, что я им зла желаю, а потому, что я не хочу об этом думать. Я не хочу, чтобы туда приходили журналисты и поднимали эту тему. Снова здесь стригут, да, я просто, мне сразу хочется, такое многоточие получается. Снова в Крокусе они потом придут, при том, что еще раз, я понимаю, что это незаслуженно, что я говорю в чью-то сторону, кто ни в чем не надо, он не задержан, не арестован. Как будто провоцирует во мне эти мысли. Не знаю. Пишите, как вы это видите. Телеграм-канал «Известия» публикует новость. Суд приговорил водителя, который пьяным сбил 9 человек на тротуаре в Благовещенске, к 14 годам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Амурской области. Важное событие, особенно его ничем не будут сопровождать. Единственное, напомню, что там машины выскочила на тротуар, просто там на огромной скорости, жуткие совершенно картины, они попали в сеть, и, что называется, завирусились, просто сердце может разорваться от этих кадров, и этот водитель, его и видно, что он в состоянии опьянения. Здесь он не скрывает, он в суде высказался ранее, сделал свое обращение с извинениями. Частично до момента выезда на Василенко с центральной улицы Чигирии. Дальше ничего не помню.
Очень сожалею. Страшное злодеяние совершенно. Наверное, уже мне с этим жить все время. И бедные родители будут с этим жить. А что я могу сказать им? Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Ну, пусть простят, хотя бы в душе. Не физически, не морально, а хотя бы в душе. И я буду молиться за них. И за их ангелов, которые ушли из-за меня. Да выпил немного, просто я начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа, выполнил до 12. Ну, видимо, выпили и уже усталость почувствовали. Там бутылка была на двоих 0,7. Архангельская. То, что за руль сел пьяный, это да. Это не имеет никакого оправдания, тем более после того, что случилось. Такая ситуация, в которой просто боль. Боль со всех сторон. И я не стану ничем комментировать, кроме одного соболезнования, конечно же, родным, близким, пострадавших, погибших. Как-то, наверное, это просто важная новость, которую надо озвучить. Ну, мне нечего прибавить к ней. Уже на всех площадках перепубликовывается официальное заявление, и я не стану исключением, конечно же, со стороны Слиткома, и на их официальном канале это есть новость, заявление Петренко, с которым рекомендую ознакомиться. СК России завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве Рассела Бентли. Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли и обстоятельства совершенных преступлений. Российские военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в зависимости от их роли обвиняются в превышении должностных полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших смерть потерпевшего. Кроме того, им вменяется укрывательство особо тяжкого преступления. Следователи установили, что соучастники подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом Бентли, а затем переместили его останки с места совершения преступления. В настоящее время следственные действия завершены, уголовное дело будет передано для направления в суд. Подробнее о самом событии дает информацию база, по крайней мере, вот то, что мне попалось. Следователи раскрыли убийство американского военкора Рассела Бентли. По данным следствия, 8 апреля 2024 года в городе Донецке военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов до смерти избили и запытали, даже написано, Рассела Бентли. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом. 9 апреля 2024 года по указанию Васняцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего. В зависимости от роли каждого военнослужащего обвиняются в совершении группы лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия, ну и пыток, соответственно, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков, ну то есть совершения дополнительного преступления с целью сокрытия, это я от себя добавляю, ну то есть достаточно стандартно для любого преступника. В другое место это 286 им, соответственно, предъявлено, 244, 316. Рассел Бентли с позывным «Техас» принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Мужчине было 64 года. Он родился в Техасе и почти всю жизнь работал там лесорубом. Потом он решил принять православие и вступить в ряды ополчения ДНР. Из-за возраста он не смог продолжать участвовать в боевых действиях и покинул фронт. При этом из России он не уехал, а женился на учительнице русского языка и с весны 2015 года сотрудничал с государственными изданиями в качестве военного корреспондента, а также помогал раненым и пострадавшим в зоне конфликта. Бентли пропал 8 апреля во время обстрела Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, но так и не вернулся. Позже была найдена его машина, а в ней бейсболка, очки и разбитый телефон. Давайте немного пару слов о спорте. По крайней мере, со своей стороны активно рекламируют свой проект, я так понимаю, РЕН-ТВ.
33 800. Диана Солей. 115 900. Сергей Кузьмин. «70 килограммов ровно! Постоя! 70 200! Кантемир Калашаков! Роберт Морроу! 104 700. Олег Фомичев! 85 200. Алекс Оливейра! Российские и американские бойцы прошли взвешивание и провели дуэли взглядов перед кулачными боями. Ну, как-то много этому уделяется внимания, этим кулачным боям. Главная встреча в предстоящем турнире — поединок Сергея Кузьмина и Диандре Севейджа. На весах россиянина 115 килограмм, показатели его противника 133 килограмма. Ничего себе, друзья мои. Незащищенными кулаками 133 килограмма, они же так головы друг другу пробьют насквозь. Но где-то не удержался, ну, по крайней мере, вот что-то грядет для любителей спорта, для любителей жесткого спорта. И главное, чтобы это все было в рамках ринга. Жутко возмущает, когда это, увы, новости такие бывают, выплескивается на улице. Ну и очень трагично это часто заканчивается. Человек подготовленный, натренированный в ринге, да, если он бьет человека, который не подготовлен где-то на улице, то это частенько заканчивается, ну, очень плачевно. Не могу этого не сказать, ибо время от времени приходится озвучивать такие новости. Так что, когда в ринге, это вызывает и уважение, да, это борьба мужчин где-то, да, готовых идти через боль и достигать цели, но я считаю, что и мужчина, и спортсмен перестает быть и мужчиной, и спортсменом, когда они это вытаскивают на улицу. Тем не менее, дуэль взглядов прошла спокойно. Спортсмены заявили, что не выплескивают эмоции, поскольку хотят это сделать во время боя. И это правильно. Остальные участники турнира показали следующий вес. Алексей «Ковбой» Оливейра 85 килограмм. Кантемир Калажоков 70, на весах Бретта Пастора и Олега Фомичева 70 и 104. Роб Морроу показал на взвешивании 106 килограмм. Напоминаю также со своей стороны ведущие, ну, собственно говоря, телепрограммы ведущие РЕН-ТВ. 20 сентября в Москве в рамках бойцовского клуба РЕН-ТВ пройдет турнир по кулачным боям. В поединках сразятся Кантемир Галожов, Россия, Бретта Пастора, США, а также Игорь Емеля, Ионов, Россия, и Алекс «Ковбой» Оливейра, Бразилия. Ну и также они со своей стороны сообщают, что заказывать билеты можно с их телеграм-канала, ну, поэтому, если интересует, то переходите на телеграм-канал РЕН-ТВ, ну, и, в принципе, ищите эти новости, эту рекламу, ее достаточно много, где распространяются подобные входные удостоверения, скажем так, билеты. Давайте немножко пару слов еще на концовочку и о культуре. News.ru публикует интересный такой, не знаю, короткое выражение, скажем так, вам тоже надо похудеть, сообщил солист Иванушек Интернешнл. Ну, по сути, глядя на журналистку, он дал ей понять, что она толстая. И вам тоже немножко похудеть, сбросить немножко надо. Да, иду серьезный, да. А мне нравится, мне как же бодипозитив. Ну, видимо, худой у него мозг, если он так себя ведет. Мое такое мнение. Как вы к этому относитесь, можете высказаться в комментариях. Странно, почему уезжают, сообщил Киркоров.
Даня Милохин заявил, что хочет вернуться в Россию. Как вы думаете, что его здесь ждет и почему все уже хотят возвращаться в Россию? Мне сложно говорить, почему все хотят возвращаться в Россию. Я могу сказать, странно, почему они уезжают из России. Я себе не представляю себя вне дома, вне своих друзей, вне своей жизни, московских улочек и Арбата, где я живу. Я себе не представляю, как можно. Я уезжаю куда-то на гастроли, даже 3 недели в отпуск куда-то. И меня уже через 3 недели все тянет домой обратно. И я не знаю, мне сложно объяснить, почему они возвращаются. Мне сложно объяснить, почему они уезжают. Все вернутся, уехав. Не знаю, это не мне решать. Ну, после того, как очень много людей писали петиции, чтобы у него его и звания лишить после мутабора, и вообще, чтобы он куда-то делся. Короче говоря, очень многие люди хотят, чтобы он куда-нибудь уехал. Ну, образно выражаясь, друзья, нельзя не улыбнуться над этой историей, потому что Киркоров рассказывает, не понимая, почему уезжают. Кстати говоря, также хочется напомнить, что после скандала, мутабора, Киркорова заметили на концерте Мадонны с ее там мерчем, он бегал, нравится ему Мадонна, то есть, ну и почему уезжают, ну, рассказал бы, почему уезжают. Наверное, за мерчем уезжают, за Мадонной бегают, там, ну, как бы, ну, развил бы тему, да. Хотелось бы добавить со своей стороны, но не буду добавлять, потому что поехали к следующим новостям. «Известия» со своей стороны публикует информацию, творческая встреча с Анатолием Кашпировским прошла. Также, кстати говоря, была новость, сейчас, наверное, может быть, даже она где-то и поважнее. Начнем, давайте к Кашпировскому чуть попозже. Начнем с того, что «Известия» сообщили, что в Одессе снесут памятник Пушкину. Меня это немало удивило, честно говоря. Не смог пройти мимо. Я и театрал, и киноман где-то, признаюсь по секрету. Глава местной администрации Олег Кипер заявил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано. Есть даже цитата: «Есть закон, его нужно выполнять. Жизнь изменилась. Сегодня у нас другие герои», сказал Кипер. Ну вот тут я, наверное, где-то покаюсь, друзья мои, посыплю голову пеплом, извинюсь и скажу, что я просто не в курсе, честно говоря, проскочил мимо. Пишите в комментариях, неужели кто-то уже есть столь же планетарного масштаба, какой-то поэт новый появился. Вот из последних таких культурных взрывов, да, информационных, ну, я бы назвал Джоанну Роулинг. Ну, правда, уже какое-то время прошло, но после Пушкина, да, вот так планетарно известно стала писательница, но она не поэтесса. Также есть... Ну вот что, я не знаю, вы со своей стороны помогаете. Может быть, проскочили какого-то поэта? Ну так тоже еще в голове всплывает Димаш Кудайберген, да, могу перепутать там фамилию. Ну вот Димаш, Джоанна Роулинг. Ну напоминайте, я просто не знаю, может быть моя вина, но вот так, чтобы поэт был столь планетарного масштаба, ну возможно что-то пропустил. Грешен, в таком случае, друзья, меня спасайте, моя вина. Ну, в любом случае, Пушкину ни тепло, ни холодно, уже хотя бы потому, что его нет, от того, что снесут его памятник, а потом у него есть произведение памятник. И, по-моему, данное действие скорее дополняет это произведение, делает на нем акцент и со своей стороны создает эффект Стрейзанд. Есть такой эффект, когда ты что-то хочешь скрыть, но своими действиями привлекаешь к этому вниманию. Поэтому, снося, мне кажется, вот такой вот рукотворный памятник, лишний раз идет реклама памятника нерукотворного. Может быть, это был такой, да, может быть, это рекламный такой трюк, чтобы больше внимания привлечь к этому прекрасному, гениальнейшему, конечно же, планетарной масштабности, важности поэту. Ну, так что, может быть, да, не знаю, по-другому прокомментировать не могу, ибо нерукотворный памятник не снести. И поэт готовился к сносам памятников и говорил, что ну, народную тропу, протоптанную к нерукотворному, ее как бы ничего с ней не сделать. Как бы кому и когда-нибудь не захотелось. Телеграм-канал «Известий» развивают историю с Кашпировским, которая начиналась еще вчера. Творческая встреча с Анатолием Кашпировским, вернувшимся к лечению людей на магических сеансах, состоялась в Москве. Начали еще шота, уже даже там их корреспонденты побывали. Спасибо им за это. Ну и не удержались, также подключаются «Известия». Их корреспондент тоже побывал после сеанса с экстрасенсом. Афишу данного мероприятия с трудом можно найти у билетных касс. Вот она скромно висит на щите. Как можно заметить, впереди у Анатолия Кашпировского еще одна творческая встреча.
моментов. Я говорю, у меня есть несколько хороших моментов. А насчет вопроса, когда вы придете где-то на какой-нибудь концерт, и только выйдет певец, и тут возникнете, а вы знаете, у меня бабушка там что-то случилось. Так нехорошо делать. Опустите руку дамочка, и больше так никто не делает. Значит, какие вопросы? Первый. Скажите, пожалуйста, как прошел сеанс? Вам понравилось? Это не сеанс. Сеанс что это? гипноз. Все прекрасно. Все Это встреча с гениальным человеком, который миллионам помог. Я считаю, что он мошенник и шарлатан. Вы что думаете? Я считаю, что он не мошенник и не шарлатан. Почему? Потому что, вы знаете, вот когда сейчас попросили прочитать текст до и после, я прочитала текст без очков. Что это означает? Это означает, что у меня зрение улучшилось. Я говорю, горячий дождь, приезжайте и снимайте. Вот сюда смотрим, смотрите. Трусы, Я приехала с Германии, мне 52 года. У меня 4 листа вот такой длины с аллергией. А теперь вам всем желаю закрыть свой рот. А когда вы будете болеть, прийти сюда на четвереньках. Вам чем помог? Всем помог, я уже говорила. Ты должна уйти с этой позиции совсем. Простите, пожалуйста, вы очень хорошо излечились, я это послушал, да. А у вас есть вот такой вот автомобиль? А зачем он мне нужен? У меня велосипед есть. Пройдет время, если ты сделаешь, хотя бы избавишься от этих 3 напитков, которые тебе обозначат. Ты станешь настоящей леди. 100 миллионов здоровых людей он заработал. Значит, А вы продажные что-то мне не верится, что она не шапки. Вы посмотрите на молодежь, идите их снимите, все в татуировках ходят, что они слушают. Киркорова вашего. Пойдите его послушайте. Анатолий Михайлович, Скажите, пожалуйста! Браво! Успокойтесь! Микрофон отдайте! Женщина! Микрофон отдайте! народ вас любит! Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста! Анатолий Михайлович! Возбужденные зрители оскорбляли пришедших на встречу журналистов, называли Кашпировского великим человеком, который помог многим людям. Одна из зрительниц заявила, что психотерапевт улучшил ее зрение, другая, что Кашпировский помог ей всем. В общем, всем ей помог. Корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук и сам, извиняюсь, если неправильное ударение, и сам столкнулся с фанатами экстрасенса. Они отбирали у него микрофон и не давали задать вопрос мэтру. Шот продолжает со своей стороны. Телеграм-канал Шот также эту тему пока не оставляет, давая некоторые комментарии, дополнения, уже больше уводя, наверное, в тематику моего канала. В каком-то смысле Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество. Да, меня устраивает. Они лежат неудобно для себя. Мы смотрим со стороны позиции. Это достаточно. И все. Как только они уже пришли в такую неподвижность, они будут неподвижны. Сколько? Мне поставили диагноз мерцательная аритмия. Анатолий Михайлович сказал не делать операции. И мы находились здесь на встречах. И я участвовала здесь, как все зрители, в этих встречах, бегала по ступенькам, прыгала. Я подкреплю какие-то невидимые ключи, гайки винчу эту очаровательную даму, чтобы она начала худеть. Хорошенькая моя, не столпа. Это как? А если мы делаем операцию, то что будет? А он не будет чувствовать боль. Сознание теряется? Нет. Это ваша проблема. Я не боюсь получить память. Я даже не боюсь, что вы боитесь память. И уклонение от уплаты налогов. Соответствующее письмо общественники уже направили в Следственный комитет. Как стало известно, Шот, правозащитный центр 40-40 обратился к председателю Следственного комитета Бастрыкину. Активисты обеспокоены тем, что на сеансы к экстрасенсу приходят пожилые люди, которые мечтают исцелить свои болезни, и вместо врачей доверяют свое здоровье чародею.
который заставляет, например, приносить килограммы хлорки. Те люди, которые вышли, они должны принести с собой вещества, которые называют аллергены. Например, это яблоко для них аллерген. А у другого помидор, а у третьего куриная ложка. А все так мало, что человек тогда показывает свой характер. Вы жадны. И вы для себя пожалеете хлорку детям завтра. Мало принесла. Это урок для всех. Вам помогло? Конечно, поможет. И мне вот, у меня вот синяки. Посмотрите, есть синяки на моей ноге? Шрамы, видите? Ага. Нет же, ничего рта не видно. Мне помог аж даже по телевизору, не очень. Это уникальный человек, и мы должны гордиться, что мы живем в его эпоху. Тех, у кого на нее аллергия. Причем такие сеансы излечения Кашпировский завуалированно называет творческими встречами. Ну, про введение в заблуждение с целью получения дополнительной материальной прибыли в очередной раз, наверное, даже, не знаю, надо или не надо, но уже произнес. Кроме мошенничества, да-да, того самого, которое так и квалифицируется, гипнотизера проверят на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, так как оплату волшебник принимает либо наличными, либо себе на карточку. Организация мероприятий, хлопоты с миллионными доходами ложатся на плечи приспешников Кашпировского. Владислав, 34 года, его ИП в области театральных искусств зарегистрировано в Казахстане. Сергей Р., 55 лет, помогает гипнотизеру на сцене во время выступлений, является совладельцем компании в области исполнительных искусств. Маглы против магов, иронизируют сотрудники телеграм-канала ШОТ. И вот ругаю я их иногда за... Ну, не знаю, короче говоря, бывает у меня какие-то претензии, что-то мне нравится, что-то не нравится, но так грубо с ними, как общались, когда они пытались задавать вопросы, себя вести, ну, они умеют добывать информацию, они умеют ее преподносить, и вот я бы, например, задумался, прежде чем им просто вот, тупо хамить. Ну, хотели похамить, ну вот теперь похамите Следственному комитету, если Следственный комитет обратит внимание на эти озвученные факты. Короче говоря, подождем, друзья мои, продолжение, посмотрим, во что это выльется, как это будет выглядеть. В любом случае, информация собрана, факты озвучены, те или иные, да, так или иначе прозвучавшие. Я предпочитаю действительно официальные каналы, ну, за которыми слежу и на которых очень часто бывает ответная реакция на те или иные призывы, ну, что называется, раз уж поиронизировали, да, со стороны маглов. Со стороны маглов иногда приходят такие... Наши маги, которые с нами в дружеских отношениях, они ездят на таких симпатичных черных машинках с такой замечательной и очень эстетичной красной полосой. Так что здоровья тем, кто собирает машины, тем, кто ими управляет и в них куда-нибудь направляется. Ну а если совсем серьезно, друзья, здоровья вам всем. Процветания, развития вам, вашим близким, журналистам, корреспондентам. Огромная благодарность. Почему? Потому что их работа ведет к чему? К той самой мудрейшей фразе в народе существующей: предупрежден, вооружен. То есть они нам дорисовывают картину понимания того, что происходит, где-то опасности, где-то безопасности. Ну и, да, не знаю, пишите со своей стороны, становится ли понятнее и так далее. Ибо это и есть, наверное, основная цель поиска истины. А кто такой журналист? Это человек, для которого истина, так сказать, это и есть их некий, не знаю, талисман, некая путеводная звезда, которая и нам путь также освещает, если об этом говорить и немножко философствовать. Вот так вот позволил я и себе поиграть словами. Играйте со своей стороны словами в комментариях, не забудьте подписаться, если вдруг по какой-то причине, отвлекаясь на какие-то новости и события, вы забыли это сделать, я подожду, нажмите, нажали. Увидимся, соответственно, в следующих новостях.